Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила. И продолжаем с вами сегодня вязать босоножки. Ссылочку на первую часть я поставлю вам под этим видео. А это вторая часть. И не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на канал. Все материалы здесь абсолютно бесплатные, поэтому ваша благодарность в виде лайка и пару слов в комментариях этого будет достаточно. Ну что ж, продолжаем. Мы закончили на том, что мы сделали вверх, мотив связали, и теперь мы присоединяем его к боковым частям. Я скажу вам, что я попробовала вот таким способом, тонкими вот такими веревочками как бы привязать, но получилось неважно. Почему, сейчас скажу. Значит, вот эти тоненькие такие присоединения, они не дают возможности крепко держаться на ножке, и они растягиваются, в общем-то, нехорошо. Поэтому я решила связать другим способом и вот эти шлевочки сделать пошире. Я вам тоже рекомендую, попробуйте. Можете так попробовать, можете попробовать так, как я сделала в итоге. Ну и начинаю вот с другой стороны. Значит, 3 воздушные петли вот отсюда из угла. И начинаю привязывать их. Привязываю к боковой части соединительным столбиком. Затем еще один соединительный столбик. По цепочку из 3 воздушных петель вяжу 3 столбика без накида. Возвращаюсь к мотиву и присоединяюсь к мотиву соединительным столбиком. Теперь еще один соединительный столбик и разворачиваемся. Дальше в каждую петельку, начиная с первой, вяжу столбик без накида. В этом ряду у нас получится уже 4 столбика, у нас немножко увеличится количество за счет соединительных петель. И присоединяемся к нижней части этого босоножка соединительным столбиком и еще один соединительный столбик вяжем. И потом разворачиваемся и идем назад столбиками без накида к мотиву. Передвигаемся по мотиву вперед.
К мотиву привязываемся соединительным столбиком, вяжем еще один соединительный столбик и все. Дальше мы двигаемся вперед по мотиву до следующего присоединения. Это на середине лепестка. Здесь мы в углу присоединялись, теперь к середине. По центру оставляем лепестка 3 петли и вот начинаем набирать воздушные петли. На следующую перемычку я наберу 6 воздушных петель. И присоединяем, смотрим в какое место, чтобы вот здесь впереди мотив не морщился, а чтобы ровненько лежал на подъемчик. Ну вот у меня получается 5 петель от переда. Присоединяюсь соединительным столбиком, затем провязываю еще один соединительный столбик и под вот эту цепочку из воздушных петель вяжу 6 столбиков без накида. Затем присоединяемся соединительным столбиком, еще один столбик провязываем по мотиву, разворачиваемся и теперь вяжем в каждую петлю столбик без накида до боковой части. К боковой части присоединяемся соединительным столбиком, затем провязываем еще один соединительный столбик, разворачиваемся, идем по направлению к мотиву столбиками без накида и на мотиве уже начинаем двигаться до следующего следующей у нас фрагмента, где мы будем привязываться, следующую перемычку строить. Это в углу между лепесточками.
Двигаемся вот сюда до угла. В углу здесь привязываемся тоже. Делаем воздушные петли. И вот так потом расстояние воздушные петли должны быть вот сюда на бок привязываться. И высота будете смотреть уже по высоте подъема, какой высоты будет здесь привязка. Так мы продолжаем двигаться по боковой части. Для этой привязки я наберу 7 воздушных петель. Подъем у меня низкий, будет достаточно. И на расстоянии тоже где-то, наверное, 5 в шестую петлю буду привязываться от следующей перемычки. И вот таким образом двигаемся. То же самое делаем, что и в прошлый раз. До боковой части. К боковой части привязываемся соединительным столбиком. Затем еще один дополнительный соединительный столбик. Разворачиваемся, делаем под цепочку из воздушных петель столько же столбиков без накида, сколько было на цепочке. И затем еще туда и обратно 2 ряда провязываем и двигаемся до следующей перемычки по мотиву. Дальше продвигаемся аналогично. Следующую перемычку делаем вот с верхушки лепесточка, потом с уголок и затем снова в верхушку лепесточка последняя. И привязываемся вот так к боковой части. Вот я закончила эту сторону привязывать такими широкими полосками, и очевидно, что это будет лучше при носке и будет удобнее. Но вы пробуйте, может быть, вам понравится как-то по-другому. Ну а теперь будем продолжать. Эту сторону я тоже, конечно, сейчас перевяжу на широкие полоски аналогично, и тогда уже можно будет приступать к верху. Вот эту сторону я закончила. Скажу вам, что очень довольна, потому что каркас такой жесткий держится. На ножку примерили просто идеально вообще. Хорошо обхватывает ножку. И теперь нам необходимо связать застежку и под нее сделать сверху держатель. Вот здесь по центру мотива будет наверху. И по боковым частям возле пятки, для того, чтобы мы проложили такой как бы шнур для застежки. Сейчас с обоих сторон у меня здесь нить, и я буду двигаться к центру, к центральному лепесточку, на котором я буду делать держатель. С обоих сторон подойду соединительными столбиками в центральную часть.
И на лепесточке 5 центральных петель я оставлю для того, чтобы привязать держатель. В каждую петельку соединительный столбик двигаемся по лепесточку к центральному лепестку. Здесь я нить сейчас протяну на изнаночную сторону и обрежу. Конец нити потом спрячу в вязание. Теперь с этой стороны буду двигаться к центральному лепестку. Идем по мотиву соединительными столбиками в каждую петелечку. Доходим вот до центрального лепесточка. От угла провязываю 3 соединительных столбика, а дальше начинаю вязать столбики без накида. 6 столбиков без накида — это будет ширина вот этой перемычки держателя. Вот она по центру лепестка. Теперь мы делаем воздушную петлю подъема, разворачиваемся и вяжем поворотными рядами туда-обратно в каждую петельку столбиками без накида. Высоту я провяжу 16 рядов. Столбики без накида, 8 лицевых, 8 изнаночных, всего 16 рядов. В конце каждого ряда не забываем воздушную петлю подъема и вяжем в каждую петлю, не пропуская ни одной.
Дальше, я думаю, смысла нет показывать. Здесь все понятно, вы справитесь. И вот такая будет у нас перемычка. Мы ее потом загнем, когда проденем в нее вот эту шнур или полосу для застежки. И по бокам мы сделаем точно такие. Вот здесь у каблуков. Здесь только больше рядов будет. Сделаем такие ж точно перемычки. Ширина боковых полос будет тоже 6 петель, а вот высоту мы будем делать 26 рядов. То есть они будут длиннее, потому что это на пятке. Будет тут выше застежка крепиться. Прикрепляемся вот сюда, к началу каблучка, и 6 рядов вяжем вверх 26 рядов, туда-обратно. И потом, когда провяжем полосу для застежки, потом их уже просто зашьем. В общем, я думаю, это понятно. Я сейчас покажу уже в готовом изделии, как это все выглядит. И вы легко с этим справитесь сами. Вот таким образом провязали 6 петель, затем воздушная петля подъема, и точно так же поднимаемся наверх. Вот такие полосы с обоих сторон вяжем по 26 рядов шириной 6 петель. А затем провязываем длинную полосу шириной 4 ряда. И количество воздушных петель набираем по объему ножки вокруг с захлестом, чтобы прикрепить застежку. Продеваем вот под эти вот боковые, которые полосы мы связали, и переднюю эту полосу, зашиваем их, и чтобы она там была внутри, держалась, и все, босоножки готовы. Друзья, если это видео вам понравилось, поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал, напишите пару слов в комментариях. Ровных вам петелек, до новых встреч!